Так, сколько там времени на часах? Только 10 часов вечера. Еще вся ночь впереди. А уже как-то скучновато. Так, надо что-то придумать. Может, что-то почитать или посмотреть. О, точно. Позвоню Чичу. Да, его как раз сегодня весь день не видел. Интересно, чем он там занимается. Наверное, опять в гараже что-то там мастерил. О, алло, Чич, привет. Слышь меня? Как дела? Как настроение? О, Гош, привет, да все нормально. Вот в лабораторию приехал, надо навести здесь порядок, все убрать и подготовить лабораторию к новым экспериментам. А у меня уже есть несколько интересных идей, и вот надо будет уже на днях приступать к их реализации. А ты, Гош, чем там занимаешься? Сейчас я сегодня дежурю, я полицейский, ты что, забыл? Ты, кстати, по-моему, через 2 дня дежуришь. График надо посмотреть. Мы же примерно раз в неделю становимся полицейскими, помнишь? А, ну да, точно, Гош. Да, хорошо, что запомнил, надо будет записать к себе в календарь. Да, Чич, новые эксперименты это, конечно, хорошо, но ты нас на всякий случай предупреждай. Если вдруг что-то такое будешь пробовать необычное и новое, то получится, как в прошлый раз с Миньоном. Ну, помнишь, поезд-пожиратель, Миньон, когда Миньон превратился в монстра-пожирателя, мы потом за ним по метро всю ночь гонялись. Ой, подожди, тихо, Чич, что там проехал? А, пожарная машина поехала. Так, ладно, Чич, конец связи. Тут, похоже, где-то пожар. Надо поехать помочь. Да, буду ее сопровождать. Да, промчалась цистерна, по-моему, с водой пожарная. Так, стойте, подождите. Да, Гош, давай, удачи, если что. Ну, звони, я здесь в лаборатории пока что буду. Да, Чич, понял. Воу, чего? Так, не понял, почему она врезалась в убойник. Так, что, тормоза, что ли, отказали? Так, помощь нужна? Так, или куда она так мчится? Там что, действительно какой-то серьезный пожар, наверное, серьезного возгорания? Так, сейчас давайте я впереди буду ехать, расчищать дорогу, ну, чтобы сразу машины все слышали, ну, и отъезжали в сторону. Так, или... Подождите, слышите меня? Пропустите вперед. Так, странная, наверное, какая-то пожарная машина. Почему она сама здесь, одна цистерна? Так, или она, может быть, в гараж едет, или нет? Да как-то она быстро разогналась. Воу, тихо, ничего себе. Вот это да. Опять врезалась на повороте в отбойник. Что, на поворотах тормозить надо? Так, не справился с управлением, что ли? Эй, помощь. Ну, нет, ну, конечно, помощь. Наверное. Так, ладно, сейчас вызову подкрепление. Эвакуатор. Да тут кран нужен, теперь надо поднимать эту цистерну. Так, а что там, пожара? Куда ехать? Эй, слышь меня? Так, странно, почему ничего не отвечает. Так, может, тормоза действительно отказали? Вот так, отлично, все, подкрепление подъехало. Полицейская машина патрульная тоже с другого района, правда. Ну, она здесь поможет пожарной цистерне подняться. Да, как раз там кран, манипулятор. Так, ладно, я немножко тоже повредил автомобиль, что-то задымился, да. Врезался в машину, но она вроде бы не сильно там помялась. Так, ну ладно, теперь надо ехать в гараж, наверное, заскочить. Или может к Чичу заехать, чтобы он мне быстро все починил. Так, ну вроде бы машина на ходу, в принципе, я и так могу всю ночь проездить. Хотя что-то дымится капот. Ладно, сейчас решу, что делать. О, Гош опять звонит. Алло, Гош, привет. Что там, как дела? Все нормально? Значит, что тут такая ситуация. О, что это за шум был? Что это, пожарная машина, что ли? Я так не понял. Все-таки где-то пожар, что-то я ничего не понял. Ехал, представляешь, за пожарной цистерной, она не справилась с управлением, врезалась в отбойник, перевернулась. Вот сейчас я вызвал там подкрепление, другая полицейская машина, там кран приехал, в общем, поднимать ее обратно. Но она какая-то странная. Я спрашиваю, где пожар, ничего не ответила. Может, тормоза отказали. В общем, я тоже машину немного повредил, хотел вот ехать к тебе в гараж, но тут встретил другую пожарную машину. Так я не понял, она там куда-то врезалась или мне послышалось и показалось? Да нет, вроде бы просто ехала. Так, стоп, она почему она по встречке едет? Ладно, Чич, подожди, конец связи, тут надо сейчас узнать, что это за пожарная машина, где пожар вообще, я не пойму. Здрасте, так, давайте я буду ехать вперед. Говорите, куда ехать, адрес назовите, буду сопровождать вас. Какой-то серьезный пожар, уже вторая пожарная машина, я смотрю, едет. Куда там мчится, непонятно куда, правда. Хотя, по-моему, цистерна в другую сторону ехала. Так, стой, подождите. Так, странная какая-то, почему она опять ускоряется, что не обращает на меня никакого внимания. Так, эй, стоп. Что в чем дело? Почему протаранила машину, что ли? Эй, все в порядке? Да не, ну тут машина сильно помялась. Так, подождите, это что, кто-то угнал, наверное? Да, точно, кто-то угнал, наверное, пожарную машину. Так, вот этого еще не хватало. Так, а ну стоять! Вот это да, кому нужна пожарная машина, что они собираются с ней делать? Ой, тихо! Я врезался. Почему она резко затормозила? То ускорялась теперь. Специально, что ли, резко остановилась, чтобы я врезался? Так, стоять! Полиция! Прижмитесь к обочине! Так,
Так он наоборот ускоряется. Эй, вот это да. Так, ладно, что делать? Я такой огромный грузовик сам не остановлю. Так, тем более машина что-то мне получает повреждение, что забыл установить эту суперсистему Чича, как она называется, забыл, антиразрушитель 3000, он же на все машины ее устанавливал, а тут я ее забыл включить, активировать. Так, надо потом Чичу будет позвонить еще раз. Ладно, как ее теперь останавливать? Прижмитесь к обочине, полиция! Кому говорю, прижмитесь к обочине! Так, ладно, придется, наверное... О, тихо, таранить! Да нет, я так просто не остановлю ее. Вот это да. Так, надо вызывать опять подкрепление. Внимание, внимание, всем постам, преследую пожарную машину. Мчится в сторону города. А нет, стоп, она выехала из города, уезжает из города, движется на северо-запад. Так, внимание, так, о, тут мост. Так, стоп. Что я хотел срезать. Ай, ладно, быстрее, быстрее, быстрее. Я думал, здесь можно будет быстро объехать. Нет, она сейчас уедет. Вот да. Хотел по-другому сделать. Так, ладно, я уже передал сообщение. Сейчас объявим план перехват. Так, ладно, придется тут по полю ехать. Вообще, это, конечно, странно. Вторая пожарная машина и какая-то неуправляемая. Так, что... А тут цистерну, может, тоже угнал кто-то? Может, это какая-то банда напала на пожарную часть? Так, надо будет потом съездить в город, узнать. Так, воу, тихо, воу, стоять. Ух, ничего себе, вот это я выпрыгнул весь. Фух, вот это прыжок. Вот это мне повезло. Так, я толкнул. Так, все в порядке там? Так, ну, как в порядке, в дерево врезалась. Так, ну, хорошо, что я остановил. Она так сильно разогналась, что могла протаранить, не знаю, целую стену, снести 3 дома. Фу, вот это да. Так, врезалась, задымилась. Так, а за рулем что, никого нет, что ли? Эй, кто? А так, может, кто-то в лес убежал? Ну, вроде бы никого не было. Эй, пожарная машина, все нормально? Так, странно, как-то все, она остановилась. Так, и что теперь? Ну, я сообщил в полицию. Ладно, сейчас отправим координаты, пусть приедут, заберут ее. Да, тоже сюда эвакуатор нужен теперь. Ну, или на буксир ее как-то взять. Ух, так, а теперь я приехал в город, надо съездить в полицейский участок или... Нет, точно, сначала в пожарную часть заеду, узнаю, что у них там вообще происходит. Почему у них машины по городу мчатся, так, не понял, без тормозов. А это что такое, полицейский автобус? Что, дорога перекрыта, что ли? Так, и вот полиция... О, раз, полицейская машина, да. О, капитан, здравствуйте, это вы? А что здесь случилось? Почему въезд в город перекрыт? Так, Гош, привет. Так, тихо, подожди. Внимание, по-моему, еще одна машина едет. А тут такое дело, пожарные машины, представляешь? Ну, тут рядом пожарная часть, и там все машины как будто бы взбунтовались, но я не знаю, что с ними происходит. В общем, они стали неуправляемы. О, тихо, видишь, опять мчится. Цистерна, все, протаранил, ничего себе. Так, кто цистерну пропустил? Почему не предупредили, что цистерна мчится, грузовик? Так, вот это да, надо было тут 3 машины, нет, 3 мало было. Надо было, не знаю, что делать. Шипы надо было установить. Все, уехала. Так, капитан, подождите, а... Я как раз только тоже вот гонялся за 2 машинами. Точнее, я сначала за одной ехал, цистерной. Да, я думал, нужна там помощь, пожар где-то. Ее сопровождал, и вдруг она врезалась, перевернулась. Так, воу, еще одна пожарная машина. И протаранила автобус. Так, ничего себе, вот это. Так, а что с ними случилось? Почему они стали неуправляемыми? Никто этого не знает. Ни с того, ни с сего. Вот просто несколько часов назад все машины из пожарной части поуезжали и протаранили. Так, ладно, Гош, все. Давай, если что, сообщу тебе что-нибудь по рации. Я поехал догонять эту пожарную машину. Так, капитан, подождите, может вам помочь как-то, хотя... Стоп, нет, я сначала съезжу пожарную часть. Надо во всем этом разобраться, что у них там случилось. Так, 2 машины преследовал. Так, а ну-ка, надо с Чичем связаться. Алло, Чич, привет. В общем, тут какая-то непонятная ситуация происходит в городе. В общем, пожарные машины стали какими-то неуправляемыми, как будто бы взбунтовались, в общем, в пожарной части. Они какие-то неуправляемые, ездят по городу, сносят здесь все на своем пути. Полицейские машины тоже таранят. Попробуй там узнать, может, какая-то информация есть. Поищи, может, какие-то... Так, о, еще одна вот какая-то пожарная машина едет. Фух, чуть не врезалась. Так, она тоже неуправляемая. О, сержант, это вы, что ли? Здравствуйте. Что случилось? О, Гош, это ты на полицейской машине? Привет, я тут еду узнать, что случилось с моими машинами. Они все куда-то уехали, непонятно. Вот стояли в пожарной части, ну вот здесь как раз, на соседней улице. И вдруг они стали неуправляемыми. Я не знаю, что произошло. Было все нормально. Потом как будто бы
Ну, хотя нет, это давно, это вчера дым какой-то появился странный. А вот сегодня машины вообще вышли, все вышли из-под контроля. Мы их ловим, кстати, они куда поехали? В ту сторону? Да, только что промчалось 2 машины, они протаранили полицейские, там блокпост. Несли 2 машины, и я только что за одной гонялся. Кстати, я одну поймал почти, она там врезалась в дерево. Я вам покажу сейчас, если поехали со мной, покажу. Так, ладно, подожди, надо разобраться, что здесь происходит. Никто не знает, почему они стали неуправляемы. Так, ладно, Чеч, слышал? Сержант говорит, сержант пожарной службы говорит, что тоже не знает, в чем дело. Они стали неуправляемы. Это какая-то аномальщина, что ли. Так что поищи там, может, у тебя в лаборатории как раз. Может, что-то найдешь, почему все машины стали пожарно неуправляемы. Так, сержант, подождите. Куда вы поехали? Эй, сержант! Так, Чеч, слышал меня? Да, Гош, понял, уже начинаю искать. Так, да, подожди. Если что, в общем, сообщу, давай, конец связи. Да, Чеч, хорошо, подожди. Сержант, куда вы? Слышите меня? Да что, в чем дело? Сержант тоже стал неуправляемым, что ли? Эй, подождите, я же вам хотел показать пожарную машину, я там ее поймал, она в дерево врезалась. Поехали туда. Ты не в ту сторону вы едете. Странно. Так, стоп. Сержант, вы тоже стали неуправляемым? Вот это да. Все, не отвечать, не реагирует никак. Да, теперь меня таранит. Вот это да. Да что ж такое, это что? У них там сбой программы какой-то произошел или? В чем дело? Или какой-то вирус или? В чем дело? Сержант! Так, ладно, надо за ним ехать. Куда-то врежется. Так, подожди. Так, Чич. Ладно, с ним потом свяжусь. Надо сержанта сначала догнать. Стойте! Так, посмотрим. Значит, Гоша говорит, что все пожарные машины стали неуправляемы. А ну-ка, почитай новости. Ну да, вот уже есть некоторые сообщения. Никто ничего не знает, что случилось в пожарной части. Все машины стали как будто бы превратились в зомби. Вот это да. Так, интересно. Таранят все на своем пути. Так, ладно, а ну-ка, поищу вообще, что с этим есть какие-то еще, может, сведения, что раньше был. Так, тут, наверное, с Блейном надо связаться. Хотя нет, это же не монстры. Да, монстров у нас пока что не появлялось. Нет, ладно, сами сейчас разберемся. Так, надо что-то поискать. Может, какие-то статьи старые. Раньше такое было уже. С пожарными машинами случалось, или может, с какими-то другими. Так, нет, сначала буду искать пожарными. О, вот, кажется, нашел. Это какие-то статьи из газет или видеосюжеты про загадочные мистические случаи с пожарными машинами. Как раз то, что нужно. А ну-ка, открываем первую статью, почитаем. Загадочная вибрация в США, 2010 год. В небольшом американском городке пожарная машина неожиданно оказалась в эпицентре странных вибраций. После того, как машина завершила тушение лесного пожара, она стала объектом многочисленных жалоб местных жителей. Несколько свидетелей утверждали, что слышали от нее необычные звуки, похожие на крики или рычания, которые, казалось, исходили из корпуса автомобиля. Прежде чем пожарную машину удалось отогнать в гараж, она неожиданно тронулась с места, проехав несколько метров сама по себе. Когда специалисты исследовали машину, никаких технических неисправностей не нашли, а двигатели не показали признаков неисправности. Горожане, пережившие это событие, часто говорили, что пожарная машина выглядела как нечто большее, чем просто автомобиль. Так, интересно. Никаких подробных сведений нету, но это не особо то, что мне нужно. Так, читаем дальше. Загадочный пожарный экипаж в Вермонте. Так, в 1990-х годах в одном из маленьких городов Вермонта местные жители стали замечать странные вещи, происходившие с пожарной машиной, стоявшей на базе. Каждый раз, когда машина выезжала на пожар, с машины исчезали важные элементы, такие как шланги и оборудование, но следов взлома не было. Однажды после того, как они вернулись с вызова, пожарная машина стояла пустой, хотя экипаж был уверен, что вернулись полным набором. Загадочные исчезновения продолжались несколько месяцев, пока в один из дней не исчезла сама машина. Несмотря на поиски и расследования, пожарную машину так и не нашли, а слухи о ее монстроподобной природе не исчезли. Многие говорили, что это был дух старой машины, который продолжал искать свою прежнюю команду. Так, а вот это уже, конечно, поинтереснее. Так, читаем дальше. Мистический пожар в Лондоне. В 2005 году в Лондоне в одном из старых районов произошел странный случай с пожарной машиной. После того, как было зафиксировано сообщение о пожаре в старом здании, пожарная бригада выехала на вызов. Когда машина подъехала к зданию, водитель заметил, что все машины в этот момент начали вести себя странно.
Световые индикаторы мигали, а из труб двигателей доносился странный гул. Когда они начали тушить пожар, здание вдруг стало дымиться намного сильнее, чем ожидалось. И странные формы, напоминающие огненных существ, стали появляться в дыму. Пожарная машина тоже начала вести себя как живой объект. Ее сирена звучала на низких частотах, и она буквально поглощала пламя. Весь экипаж был шокирован. Но к утру пожар был потушен, а машина вернулась на базу без каких-либо повреждений. Позже никто не мог объяснить, что произошло с машиной. Ух, да, вот это да. Интересный, конечно, случай. Так, ну, что там еще дальше? О, вот. В 2013 году в Новом Орлеане произошел странный случай, когда пожарная бригада получила вызов на огромный склад в старом промышленном районе города. Когда машина выехала на место, они обнаружили, что склад горит, но пламя странно прыгает по зданиям, как будто им управляла какая-то неведомая сила. Во время тушения огня одна из пожарных машин начала издавать странный металлический скрежет, а ее сирена звучала как будто бы из глубины, как если бы сама машина была привязана к чему-то гораздо большему и более древнему. В какой-то момент команда заметила, что машина начала двигаться самостоятельно. Ее колеса скрежетали по асфальту, а она ехала в направлении склада, несмотря на то, что никто не управлял ею. Пожарные пытались остановить ее, но они не могли. Машина как бы сопротивлялась. Как только пламя было потушено, она вернулась на базу, но с повреждениями, которые не могли быть объяснены физически. Местные сторожилы утверждают, что этот склад когда-то использовался для хранения древних предметов, и их огонь был как бы вызван чем-то скрытым в этом месте. Так, интересно, вот это про древний склад, склад с древними предметами. Так, надо будет запомнить, отмечу эту статью. Так, движемся дальше, что у нас тут? Пожарный автомобиль в пустыне Аризоны. В 2007 году в одной из пустынь Аризоны была зафиксирована странная история с пожарной машиной. Во время проведения тренировок в одной из горных долин пожарные заметили, что их машина начала странно менять курс, отклоняться от намеченной траектории. Когда они пытались вернуться на стандартный маршрут, они вдруг оказались в том месте, где никогда не бывали, в старом заброшенном городе. Машина двигалась по пустым улицам, издавая странные звуки, а сирена начинала звучать все громче. Когда пожарные остановились, чтобы проверить, что происходит, машина оказалась в состоянии оцепенения, и все вокруг стало неестественно тихо. Звуки сирены исчезли, а машина больше не реагировала на любые попытки ее запустить. Несколько часов спустя они нашли старую карту города, на которой была нарисована эта улица, хотя город на ней был отмечен как и заброшенный. Никто не мог понять, как машина попала в этот странный параллельный город. Так, вот это тоже интересная история. Хотя нет, она, наверное, нам особо не подходит. Так, ну что-то не могу найти подходящее. Что-то, надо что-то, наверное, вбить в поиски, связанное с машинами, может, пожирателями. Пожарные машины пожиратель, может, как-то так написать. Ну-ка попробую. О, а вот это что? Говорят, что эта история не просто выдумка, а реальный случай, передающийся из уст в уста среди пожарных в небольшом городе Далтоне, штат Вирджиния. Хотя многие считают, что это просто забавный миф, но те, кто был свидетелем событий, утверждают, что все случилось именно так. Эта загадочная история произошла в пожарной части номер 1122. Однажды группа пожарных из этой части, приехавших в старый и давно заброшенный дом на окраине города, потушила страшный пожар. Пламя было настолько сильным, что казалось, что оно не имеет конца. Когда огонь наконец удалось ликвидировать, один из пожарных заметил старый пыльный огнетушитель, который стоял в углу. И казалось, что не только время, но и сама магия застыла в его металлической оболочке. Пожарные решили забрать его с собой, не подозревая, что это не просто огнетушитель. Вернувшись в пожарную часть, они поставили его в угол среди других старых инструментов. Но как только один из них случайно сжал рычаг огнетушителя, случилось нечто странное. Из него посыпался не обычный порошок, а темная, густая, туманная субстанция. Весь воздух вокруг начал словно вибрировать, а у пожарных закружилась голова. С каждым днем странности становились все очевиднее. Пожарные машины начали вести себя агрессивно и непредсказуемо. Как только они пытались включить двигатели, машины начинали издавать странные и ужасные звуки. Их кузова и колеса искривлялись и превращались в неузнаваемые чудовища. Каждая машина стала монстром-пожирателем всего на своем пути. Стальные кости скрежетали, огненные языки вырывались из-под капотов, а из труб валил густой черный дым. Пожарные поняли, что произошла ужасная ошибка. Они вспомнили, где нашли тот странный огнетушитель, в том самом старом доме, полном туманом и загадок. Оказавшись перед выбором, они решили вернуться на место происшествия.
Они осторожно привезли огнетушитель обратно и поставили его в том самом месте, где когда-то он был найден. И когда они его активировали, появился густой огонь, который был не похож на обычное пламя. Он был живым, двигающимся, как существо, и поглотил тот самый огнетушитель. Когда огонь угас, все машины вернулись в нормальное состояние, а огнетушитель исчез, оставив лишь неясное ощущение того, что их мир в какой-то момент коснулся чего-то сверхъестественного. С тех пор ни один огонь в этом доме не мог быть потушен обычным способом, только тем мистическим огнем, который, возможно, когда-нибудь вернется. Ух ты, ничего себе, а вот эта история уже интересная. Так, и что-то мне кажется, что она как раз подходит под наш случай. Так, надо, наверное, сейчас быстренько съездить в пожарную часть и посмотреть, что там вообще происходит. Ну, все машины, наверное, туда уехали, но может я смогу найти что-нибудь интересное. Может, какой-то предмет старый, с какими-то, может быть, иероглифами или еще чем-то, с какими-то древними таинственными знаками. Так, ну еще один момент, надо сразу посмотреть последние пожары за неделю, примерно, ну или за месяц, нет, хотя бы за неделю посмотрю, какие были вызовы. Так, вот здесь сарай какой-то горел, так, это неинтересно, так, здесь у нас, хотя в пожарной части, может, нет, лучше сразу узнаю. Так, здесь сарай, вот какой-то интересный вызов, горел старый дом на окраине леса, возле болот. Так, интересно, как он там загорелся. Заброшенный старый дом загорелся, вызвали пожарные машины, они быстро все потушили. Так, вот эту новость надо сохранить. Так, и адрес. Ну, адреса там нет. Примерно местоположение тоже сразу сохраню. Все, и сразу же еду в пожарную часть. Так, быстрее, ускоряемся, уже почти на месте. Так, ну что-то пока что никаких машин-зомби я на улицах не видел. Хотя вообще на улицах никого нет. Все попрятались, что ли? Испугались неуправляемых пожарных машин. Так, пожарная часть, отлично. Я уже на месте чуть не проехал. Так, здесь что у нас? Заперто, закрыто. Здрасте, есть кто-нибудь здесь? Так, все уехали, да? Непонятно куда. Так, ну посмотрим. Может быть, что-то интересное обнаружим. Так, здесь у нас что? Стол, стулья. Что там? Радиоприемник какой-то. Шашки или шахматы. Так, здесь у нас стулья, сапоги какие-то. Так, что там у нас? Это часы или что? Пожарная одежда. Так, аптечка или что это? Какой-то газовый баллон. А это что такое? Стоп. Огнетушитель. Да, точно, вот как раз это то, что нужно. Так, а ну-ка, надо его забрать. Так, забираем его. Все, отлично. В той истории, которую я нашел, как раз тоже был огнетушитель. Может, это и есть тот самый древний огнетушитель? Так, и теперь мы его быстро везем на то место, к заброшенному дому. Алло, Чич, слышь меня? Ну что там, как дела? Нашел какую-то информацию? Я просто тут гонюсь за сержантом, не могу его остановить. Он тоже стал неуправляемым, представляешь? Вот это... Стой, сержант, подожди! Алло, Гош, да, я нашел интересную информацию, точнее, одну легенду, страшилку. Представляешь, когда-то давно тоже был такой случай. Пожарные нашли старый огнетушитель. И вот оттуда, как будто бы выбрался, не порошок, который тушит пожар, а какой-то древний дух. Представляешь? И все машины стали неуправляемыми. Что, Чич, какой еще древний дух? Ты что там, страшилки какие-то смотришь? Я тебе просил узнать, что с машинами случилось. Да вот, Гош, я как раз приехал в пожарную часть и нашел здесь тоже старый огнетушитель. Представляешь? Такой же, примерно такой же. Я его сейчас везу к старому дому. Так, Чич, подожди, тихо. Я врезался в сержанта, все, я его поймал, остановил. Фух, наконец-то. Что, куда ты его везешь? Зачем? К какому заброшенному дому? Так, Гош, тихо, я все просчитал. Этот дом, это сначала посмотрел информацию о последних пожарах, которые происходили вот за неделю. И вот этот вызов мне показался очень странным. Представляешь, где-то в лесу, возле болот, загорелся какой-то старый заброшенный дом, уже там разваленный. И кто-то вызвал пожарных. Им, в общем, пришло какое-то сообщение, я даже не понял как, что надо приехать потушить пожар. Но они приехали, потушили и, наверное, нашли там этот старый огнетушитель. Надо спросить у кого-то. Сержанта спроси, если получится. Но он, наверное, тебе уже ничего рассказать не сможет. Но если бы мог, он бы тебе рассказал, что они, наверное, нашли этот огнетушитель, забрали с собой. И вот как раз из-за него начался весь этот переполох с пожарными машинами. Да, они стали неуправляемыми. Так, Гош, подожди, я почти уже на месте. Так, Чич, звучит, конечно, интересно, но это, мне кажется, какой-то
сюжет какой-то страшилки. Да, Гош, я тоже так подумал, ну а что, ну, как бы ты попросил меня найти информацию, вот я и нашел. Но эта история больше всего похожа на нашу. Так, ну вот сейчас я его привез уже почти на это место, но я не знаю, что с ним делать. Может, какой-то ритуал надо провести, но я просто его, наверное, оставлю в этом старом заброшенном доме обратно, и, может быть, все машины, не знаю, пожарные машины станут обратно нормальным или нет. В общем, сейчас разберемся. Все, Гош, я уже на месте, это лично. Так, приехал. Гош, тут дом какой-то странный, да, обгоревший. Да, его потушили. Но он уже давно был, по-моему, разваленный, заброшенный. Так, что надо бросить куда-то сюда. Вот здесь, наверное, оставлю огнетушитель. Так, есть, все, бросил его туда. Так, и смотрим, произойдет что-то или нет. Может, на ручку надо было опять нажать. Да, точно, наверное, кто-то тогда случайно нажал на него. На ручку сверху он сработал и выпустил, наверное, какой-то древний и злой дух. Так, что-то ничего не происходит. Чич, ну что там, как дела? Да, Гош, подожди, не пойму, что делать, ничего не происходит. Может, надо какое-то заклинание, что ли, прочитать. Сейчас, подожди, буду искать информацию. Так, ладно, Чич, подожди, сержант, с вами все в порядке? Так, он разворачивается. Сержант. Так, ничего себе. Оу, тихо. Так, сержант, что с вами? Чич, представляешь, машина, пожарная машина сержанта, она превратилась в какого-то монстра. Да, это зомби-машина, что ли? Вот так она теперь за мной начинает гоняться, то она от меня уезжала. Вау, теперь начинает таранить, преследовать. Так, Чич, ну, делай там что-нибудь уже. Так, Гош, что-то ранит, так, ну, не знаю, ты давай сейчас на помощь приеду. Куда ехать? Да, Чич, не знаю, я куда-то заехал, тут тоже в лес. Непонятно. О, какая-то дорога. Так, ладно, сейчас попробую выехать на дорогу и оторваться от него. О, тихо. О, так, ничего себе, вот это он мощный. Так, я врезался в дерево. Моя машина уже помялась немного. Так, ну ехать может. О, давай, тихо заносит. О, вот это да. Так, Чич, похоже, все пожарные машины сейчас превратятся в зомби-машины. Так, этого еще нам не хватало, то они были просто неуправляемые, а теперь еще станут какими-то монстрами. Так, похоже, тут надо Блейна вызывать. Да точно, надо было сразу ему сообщить. Так, воу. Так, ладно, сейчас попробую оторваться и свяжусь с Блейном. Чич, что там, как у тебя дела? Ничего не происходит? Может, это огнетушитель вообще ни при чем? Вау! Чич, что, я врезался. Так, Гош, не знаю, подожди, может, надо нажать на ручку. Вот я сейчас опять на нее нажал. Вроде бы, что кинул камушек, вроде попал. О, да, какой-то дым. Дым начал валить из трубы, ну из трубки из огнетушителя. Вау, ничего себе. Гош, он загорелся и исчез. Вот это да. Ничего себе. Так, а что дальше? Ух, ничего себе. И дом тоже загорелся или как он исчез? Он как спичка. За 1 секунду он сгорел. Все, исчез, что ли? Даже пепла не осталось. Ничего себе. Вот это да. Гош, слышишь меня? Говорю, дом исчез. Как там у тебя дела? Вообще не знаю, подожди, у меня машина еле едет. Так, я выбрался из канавы. Так, а что? Сержант, вы в порядке? О, а где зомби-машина? О, Гош, а что мы здесь делаем? А что с твоей машиной? Почему она такая помятая? Подожди, мы же в городе стояли. Ну да, я тебя встретил в городе, а тут лес. Куда мы приехали? Гош, что происходит? Так, сержант, это вы опять стали нормальным? Что значит опять стал нормальным? А я как до этого какой я был? Сержант, представляете, ваша машина превращалась в зомби-машину и гонялась за мной. И вот помяла меня немного. Что, Гош, ты что, шутишь, что ли? Да нет, серьезно. Все машины в пожарной части у вас стали неуправляемыми. И вы тоже стали таким же неуправляемым. Сначала я за вами гонялся, а потом вы за мной. Фух, вот это да. Так, подождите, ну Чич вроде бы там выбросил этот старый огнетушитель. О, кстати, вы на прошлой неделе или когда, вот на этой неделе тушили какой-то старый заброшенный дом, и там огнетушитель находили? Да, точно, было такое. Ну вот, значит, из этого огнетушителя все и произошло. Чич был прав. О, Гош, машины пожарные выходят на связь. Да, они обратно стали управляем. Да, вот, одна машина вышла на связь и говорит, что едет обратно в пожарную часть. Фух, так что, все, починились, что ли? Опять стали управляемы? Гош, большое вам спасибо. Вот это да. Без вас мы бы не справились. Я не знал, что уже делать. Полиция тоже не могла их остановить. Сержант, это нужно сказать спасибо Чичу. Чич, кстати, что там, как дела?
Да, Гош, ну как, все, дом исчез, возвращайся обратно в лабораторию. Так, ладно, ты меня отвлекал, я там порядок собрался наводить. Все, я поехал обратно. Если вдруг опять что-то случится, звони. Да, Чич, хорошо, спасибо.